Привет, захотела для вас записать видео. Причем видео тогда, когда уже пройду, знаете, вот этот Новый год, Старый год, по одному календарю, по другому, чтобы точно 22 год закончился вот 100%. Только после этого записать вам поздравления и какие-то слова, которыми я хотела поделиться с вами на 23 год. Пока я проживала всю эту историю с трудностями, с каким-то нестабильным состоянием, сталкивалась в работе с клиентами, тоже с их нестабильным состоянием. Так получилось, что я дошла до одной интересной вещи. И хочу сначала, прежде чем вас поздравлять с Новым годом, рассказать о ней. Она состоит вот в чем. Есть понятие свободы, и для каждого человека оно свое. У кого-то свобода – это иметь детей столько, сколько захочешь, у кого-то денег, чтобы купить в любую секунду все, что угодно. У кого-то свобода – это прямо сейчас собрать вещи и уехать куда захочется. Для кого-то свобода – отсутствие партнера или присутствие многих любых каких угодно партнеров для чего угодно. Но это все частности. Я же хочу поговорить сейчас о таком всеобъемлющем ощущении свободы. Ко мне в 90% случаев обращаются люди, которые потерялись, которые не знают, куда им двигаться, которые застряли, которые ощущают себя разрываемыми на части. И мне пришла такая аналогия в голову. Представьте, что вы стоите на поверхности Земли, и вокруг вас все вокруг ровно, красиво, во все стороны одинаково удаленно находится что-то. И вся эта поверхность покрыта вот таким слоем воды. Вода равномерно распределена вокруг вас, и вы из своей точки видите, вот там вот вроде денег, знаете, много, вот там вот вроде вот путешествия без границ, вот там вот вроде хорошие отношения с родственниками, но оно как будто все очень равно удалено от вас, и оно находится как будто бы практически в зоне недосягаемости, и вы стоите на месте, окруженные вот этим вот гладким полем из воды, которая вот равномерно распределена вокруг. Я вижу вот так этих людей, которые не могут никак принять решение, сдвинуться с места и чувствуют себя очень несчастны в этой точке. Иллюзия этой точки в том состоит, что как будто бы человеку в этот момент все доступно, как будто все реально равно удалено от него. Любые его желания, любые его потребности, они как бы вот, надо лишь только вот как бы дойти в эту сторону, просто сделать шаг. Да, там в сторону семьи или в сторону там заработка, а человек стоит на месте и не может этот шаг сделать. И это большая иллюзия, потому что многим кажется, что вот в чем свобода. Что типа свобода – это когда очень много вариантов, и все они как будто бы равнодоступны. Но в реальности никаких равнодоступных вариантов не существует. И свобода для меня представляется вот чем. Представьте, что человек принимает какое-то решение. Любое такое, он устал, например, стоять на месте, он принимает решение двигаться, например, в карьере. И это решение – это такие вот две стены, которые разграничивают воду перед ним от воды вокруг. И его шаг дальше строит стены. И получается такой как бы канал. И человек в этом канале начинает двигаться. И как будто бы это же выглядит как ограничение со стороны. Но на самом деле это и есть свобода. Свобода выбирать те рамки, которые подходят для него в данную секунду, для этого человека. И получается, что решение принято, направление задано, и вода начинает двигаться внутри этого канала. Какая-то абстрактная вода, да. У человека появляется больше энергии, человек начинает как будто бы чувствовать воодушевление, как будто бы чувствовать какой-то вкус жизни, потому что началось движение. И я считаю, что свобода – это когда человек осознанно ставит вот эти стены своего канала и начинает двигаться, создавая движение воды. И тогда вот эта гладь абсолютно ровная,
но абсолютно безжизненное превращается в реку. И свобода, она в том, что мы можем эти стены ставить узко, эти стены ставить широко, мы можем вмещать туда большой поток воды, можем маленький, можно ставить этот канал на много месяцев вперед, можно ставить его на несколько дней вперед, чтобы просто задать себе какое-то направление. И эта визуализация, она как будто бы позволяет прикоснуться к процессу дисциплины, мотивации, целеполагания и того, почему равнодоступные цели делают человека несчастным. И свобода, опять-таки, в том, что эти стены можно в любую секунду переставить и поток направить в любую сторону, куда ты захочешь. Но без движения внутри вот этого канала вода будет просто спокойной, тихой гладью, и человек будет топтаться на месте. Вот эта концепция, она пришла ко мне в голову, и я поняла, что это очень какая-то важная визуализация. Она объясняет необходимость рамок сейчас для того, чтобы получить счастье потом. И она объясняет, почему отсутствие рамок, вроде как вседозволенность, вседоступность, иллюзия, что все можно достичь в любую секунду и всегда, что она убивает человека. Потому что на самом деле это пустынная, абсолютно неживая, стоячая вода, окружающая. Ну, вода — это как тип энергии, ну, я не знаю, любая ваша аналогия, это не имеет значения. И я думаю, что 22-й год заложил импульс. Тот самый импульс, когда пришлось эти стены всем людям в мире поставить. Ну или, по крайней мере, начать, потому что без этого просто невозможно было бы жить. Какие-то внедрить перемены, что-то потерять, от чего-то отказаться. И хоть это было ужасно кому-то больно, розовые очки же бьются стеклами внутрь, правда? Несмотря на это, 23-й год. Это время продолжать. Продолжать наращивать этот поток воды через вот этот канал, который вы установили в этих рамках, наращивать энергию и видеть, что на самом деле вы можете этот поток изменить в любую секунду. Поэтому я думаю, что несмотря на потери, какие-то сложные ситуации, много разочарования, которое принес 22 год, в 23-м трансформация продолжится, и она будет более осознанная, она будет более живая и подходящая каждому, кто ее начал. Поэтому я желаю вам в 23-м году прожить год своей мечты. У вас есть все для этого сейчас, фундамент заложен, и движение уже началось. Мне показалось важным с вами этим поделиться, и я желаю, чтобы все, что вы загадали, чтобы все исполнилось, а самое главное, любой импульс, который вы бы не начали, чтобы он был из любви к себе, из любви окружающих, и чтобы вас окружали те, кто вас на самом деле любит, потому что вы достойны самого лучшего.